Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Карабахе. Вот, что пишет армянская пресса по поводу этой ситуации. Ситуация с каждым днем все накаляется, видите. Вот такие статьи начали появляться. В Карабахе из-за блокады со стороны Азербайджана начали закрываться предприятия. Это выходит, что уже карабахские армяне, которые работают на этих предприятиях, они будут уволены, останутся без работы. А если они останутся без работы, то у них не будет и денег, чтобы платить за жилье, за услуги, за квартиры. А что будет карабахским армянам в том случае делать, если они безработные и безденежные? Им придется уехать на историческую родину, в Армению. Сейчас ознакомлю, что здесь пишут подробнее. Видите, Рубен Варданян собрал все свое руководство, решает сложный вопрос, как разрулить эту ситуацию. Так, госминистр Карабаха Рубен Варданян в ходе состоявшегося в понедельник заседания оперативного штаба заявил, что из-за продолжающейся блокады республики со стороны Азербайджана в экономической сфере начались возникать проблемы. Это сообщает отдел информации и по связям с общественностью аппарата Республики Карабаха. Некоторые предприятия вынуждены прекратить свою деятельность, что вызывает дополнительную напряженность, как в финансовом, так и в социально-экономическом плане. Я говорю уже, предприятие закрывается, людей всех на улицу, без денег, без зарплат, все. Они безработные, бесправные. И что делать будут? Бунтовать будут, что им делать? Госминистр поручил проанализировать ситуацию и представить предложения по возможному смягчению последствий. В ходе заседания была доложена текущая ситуация на рынках продуктов питания, медикаментов, бензина и дизельного топлива. Представлены эти все проблемы. Обсуждены вопросы, связанные с обеспечением населения предметами первой необходимости при различных сценариях, а также возможность стерилизации соответствующих регуляций. Ну, в общем, все. Я говорю, вся эта вот ситуация очень трагическая для армян Карабаха, потому что они заблокированы, поставок медикаментов, продовольствия, ну и снабжение, понимаете, ведь магазины, все, ведь надо завозить товары, пополнять. Если нет пополнения товаров, ну все, что нужно там для житья, можно сказать, топлива не будет топлива, не на чем будет ездить. А предприятиям нужно постоянно, чтобы были поставки комплектующих, там ведь надо постоянно завозить, а как это предприятие будет работать, если им не будут детали завозиться или еще там всякие, можно сказать, ну, нужные как для этого вещи. Так все, значит, все стало колом. Я говорю, уже 2 недели уже все стало, можно сказать, колом там в Карабахе, и армяне уже начинают серьезно. Я говорю, месяц пройдет, там увидите, что будет, там будут бунты. Как пишут эти самые издания, у них 120 тысяч, они пойдут в Ханкинди и будут уже этого смещать. Варданяна самого, вот там выкинут уже, скажут, нахер нам такой руководитель, мы в блокаде, у нас нет денег, мы безработные, у нас скоро продукты кончатся. Это, говорю, это будет вообще что-то там нереальное, я скажу. Так и будет, я думаю. Ну и вот Варданян еще тоже напуган и обсудил ситуацию с продбезопасностью в условиях блокады страны Азербайджан. Я говорю, еще продовольственная безопасность. Самое худшее, что может грозить армянам, это когда у них кончатся продукты. А голодные люди, они сумасшедшие, понимаете. А надо ведь семьи кормить, детей кормить. А как это, продукты кончились, а чем тогда их кормить? И вот Рубен Варданян. Так, государственный министр Республики Карабах Рубен Варданян встретился с руководителями компаний, занимающихся перевозками и производством, чтобы узнать об этих проблемах, ситуации, которая сложилась вследствие блокады Карабаха со стороны Азербайджана. Также, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с продовольственной безопасностью. Так, об этом он заявил сейчас. Там было заседание как раз вот у него. Участники совещания заверили госминистра, что в ситуации блокады приоритетом для них является общественный государственный интерес. И выразили готовность работать в сотрудничестве с правительством чтобы противодействовать кризису. Предприниматели также предложили рассмотреть возможность использования
какой-то инфраструктуры в вопросе сохранения пропорциональное распределение имеющихся запасов. Понимаете, у них кончаются запасы, вот они и пишут, что уже предприниматели, кто всем этим занимается, поставляет продукты, они пишут, что надо уже как-то, чтобы не кончились запасы вообще продуктов, а что тогда будет? А будет, говорю, все будет там, штурм будет резиденции Варданяна, и всех его руководителей выгонят оттуда с Карабаха и скажут: мы сдаемся, Ильхам Алиев, Карабах это Азербайджан. Я говорю, все к этому идет. Ильхам Алиев сделал такую правильную тактику, как называется, удав душит кролика. Медленно, уверенно сжимаются тиски, и кролик уже пытается лапками шевелить, но недолго, понимаете, уже хватка удава мощная. Видите, Лачинский коридор уже в блокаде, все, миротворцы ничего не предпринимают, они сами не понимают, что им делать в этой ситуации. А там хозяева азербайджанцы, что они решили, то они и сделают. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.